Должен сказать, что зона свободной торговли у нас, с одной стороны, уже имеет достаточно приличный возраст, с 1992 года 20 лет, но в то же время действительно сделан определенный прорыв, определенный качественный такой новый шаг, потому что заключено новое комплексное соглашение, уже не двустороннее, как это преимущественно было между странами, а многостороннее о зоне свободной торговли, которая соответствует и требованиям ВТО, и, по сути дела, дает новый формат взаимоотношений между странами, в первую очередь с точки зрения снятия и ограничений во взаимной торговле, и самое главное, новых подходов к тем спорам, конфликтам, которые у нас могут возникать. Потому что мы начинаем или получаем возможность решать спорные вопросы не только в рамках двухсторонних консультаций, но через арбитражный суд, который, как мы рассчитываем, позволит действительно выработать нам новый формат, более такой цивилизованный, более оперативный решение всех спорных вопросов. Поэтому это институциональный шаг, но он дает и новые такое качество взаимоотношений, как мы рассчитываем, и новое качество взаимной торговли и в целом экономических отношений между нашими странами. То есть это шаг в сторону интеграции. При этом вопрос зоны свободной торговли – это вопрос, опять же, нашего формата отношений, которые бы позволили странам СНГ, странам внутри СНГ уже образовавшегося таможенного союза быть действительно одним из наиболее динамичных зон развития в мировой экономике, потому что на фоне достаточно серьезных кризисных процессов в еврозоне, где по этому году рост, скорее всего, будет отрицательный, там, минус 0,3, может быть, даже больше процентов, так или иначе страны СНГ демонстрируют рост около 4% в год, и мы считаем, что такие шаги, как зона свободной торговли, другие интеграционные процессы позволят нам и в дальнейшем, уже в долгосрочной перспективе, быть одним из наиболее динамичных регионов мировой экономики. В мире уже 5 лет продолжается системный финансово-экономический кризис. То есть мы должны исходить, чтобы к этой проблеме подойти, в какой точке системы координат мирохозяйственной системы мы сегодня находимся, это раз, и какое у нас реальное состояние социально-экономической системы. И второе, посмотреть тенденции развития, а какая будет нужна экономика завтра, и что мы для этого делаем. Мы знаем, что идут трансформационные преобразования, и очень быстрыми темпами меняется мир. И что получается, что в геостратегии, в геоэкономике мы не попали в глобальные процессы, потому что у нас нет таких игроков и нет того уровня экономики. Это надо иметь не менее 5% мирового ВВП. С другой стороны, и региональные процессы нас обходят. И Украина, несмотря на то, что она имеет уникальный ресурсный потенциал, научно-технический, геостратегические расположения, может не воспользоваться этими преимуществами. И поэтому было принято очень правильное решение, Украина явилась инициатором этого, сделать новый договор о зоне свободной торговли, как первый инструмент, первый механизм экономической интеграции. Так почему именно со странами СНГ? Потому что экономически более всего выгодно. Потому что для того, чтобы работал интеграционный механизм, и можно получить белый эффект, значит пропорция существует 28/72. У нас со странами СНГ 42% от оборота, 42 на 54. За 2011 год в деньгах это 71 миллиард долларов. Второй коэффициент. От этого договора какой эффект мы можем получить? Вот тоже сделали математическое экономическое моделирование и показывает, что если заработает договор, а он уже вступил в силу, за оптимистическим сценарием увеличение товарооборота будет на 30-35%. То есть товарооборот будет 92-96 миллиардов долларов в год. Другого по объему такого нет. Но кроме объема, самая главная структура. Какая степень переработки, какой уровень добавленной стоимости. Так я вам хочу сказать, что здесь опять же нет другого такого партнера, как СНГ. Самая большая степень переработки, а конкретно если взять такую отрасль, которая является машиностроением, 64% экспорта Украины – это в страны СНГ. Украина – это открытая экономика, и мы торгуем достаточно активно с разными регионами, в том числе и с СНГ, и с Европейским Союзом. На долю СНГ приходится порядка 40% украинского экспорта, на долю Европейского Союза приходится порядка 25% нашего экспорта. При этом на долю Российской Федерации около 35% нашего экспорта попадает. То есть, по большому счету говоря, если думать по поводу 100
единиц, 100 гривен ВВП, которые получаются здесь, в Украине, то, в общем-то, 50 гривен – это тот ВВП, который был реализован где-то за пределами страны. Произведен здесь, но реализован за пределами страны. И из этих 50 гривен, порядка 20 гривен – это те деньги, которые смогли быть получены на площадках СНГ, и порядка 25% от этих 50 – это те деньги, которые были получены на европейских площадках. То есть Украина – это открытая экономика, игнорировать хотя бы одно из этих направлений нельзя. Но дискуссия, которая идет в Украине, и в том числе и в экспертной среде, и просто в общественно-политической среде, она касается того, а вообще надо ли сделать выбор, и с кем правильнее было бы интегрироваться и так далее. Но мое мнение состоит в том, что, в общем-то, перед Украиной не стоит выбора. Или Российская Федерация и СНГ, или Европейский Союз. И то направление для Украины абсолютно важно, и есть перспективы развития по одному и другому направлению. Зона свободной торговли – это дело хорошее. Конечно, было бы лучше, если бы у нас уже углубленные формы интеграции работали. По крайней мере, 20 лет назад думалось, что мы уже придем в это время к каким-то уже более развитым формам интеграции. Но, как говорится, не получилось. Но, слава богу, сейчас более прагматично мы все подходим, иллюзий никаких нет, национальные интересы более-менее выстроены. И сегодня понятно, что для того, чтобы экономику как-то оживить нашу, то есть не то, что оживить, а сократить риски ее функционирования и в Украине, и в России, конечно, зона свободной торговли – это дело хорошее. И я, конечно, институт мой, и вообще мы все здесь очень переживаем по поводу того, что на постсоветском пространстве творится. Мы, вообще-то говоря, давно думали, что мы будем вместе в едином экономическом пространстве, но это не получилось. Украина, если бы я был дипломат, я бы, наверное, вокруг да около говорил. Я сейчас попытаюсь сказать мою позицию, значит, ясно. Вообще-то говоря, Украина в отчаянном положении находится. Я бы тоже, наверное, на месте руководителя Украины не делал никакого выбора. Находясь между двумя гигантами, им нужно решать свои национальные задачи. И здесь нужно 7 раз отмерить и не отрезать никогда. Что Украина и делает сейчас, и правильно делает, на мой взгляд. В Украине ратификация соглашения по зоне свободной торговли прошла, я считаю, беспроблемно. Практически все политические силы в основном это соглашение поддерживали, потому что совершенно очевиден значительный экономический эффект. Но, тем не менее, та критика, которая была, конечно, она связана с тем, что Россия и другие страны Таможенного союза используют экспортные пошлины более чем по 90 позициям, и причем ряд товаров имеют для Украины жизненно важное значение. Энергоносители, сырьевые товары и так далее. Эти пошлины не используются, как известно, для стран-членов Таможенного союза, и поэтому еще раз, конечно, возник вопрос об экономическом эффекте дополнительном, который могла бы иметь Украина в случае участия в Таможенном союзе. Но здесь мы тоже очень внимательно изучили вот этот доклад, который был подготовлен Институтом народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук и Институтом экономики и прогнозирования Национальной академии наук. Доклад размещен на сайте Евразийского банка развития. И там сделан прогноз до 2013 года, в соответствии с которым Украина могла бы получить дополнительные выгоды в 212 миллиардов долларов в том случае, если бы она стала членом Таможенного союза. Эффект от участия в Таможенном союзе, собственно, здесь тоже никто серьезному сомнению не подвергает, хотя бы потому, что расчеты, представленные в этом докладе, никем не опровергнуты и другие не представлены. Но вопрос о таком выборе превращается в политический чисто вопрос, потому что в соответствии с действующими
международными соглашениями, нельзя быть одновременно стране и членом Таможенного союза, и членом Европейского союза. В том, что касается членства в Европейском союзе, эта норма введена в украинское законодательство, и украинское правительство стремится этому вектору следовать. Именно по этой причине несколько раз заявлялось, и буквально на днях снова заявлено представителями правительства, что Украина не собирается идти, к сожалению, в таможенный союз, несмотря на все большие экономические эффекты, которые она могла бы от этого иметь. Но здесь то, что называется дальнейшее развитие экономики покажет, и, очевидно, решение принимать придется. По крайней мере, внутренняя дискуссия в Украине вокруг перспектив и необходимости вступления в таможенный союз продолжается. Сейчас, когда мы анализируем перспективы развития российской, украинской экономики, мне нравится подход анализа этих перспектив от потенциала. То есть мы должны понимать, какой есть потенциал роста российской, украинской экономики. И если мы это понимаем, то тогда мы можем выстраивать какую-то, так сказать, экономическую политику адекватную и, соответственно, учитывать те эффекты, которые могут быть в случае более тесных форм интеграции между нашими странами. И здесь, конечно, проблема состоит в том, что и в российской экономике, и в украинской экономике мы видим, что после кризиса 8-9 года мы, к сожалению, не можем достичь того динамизма, который был присущ нашим экономикам в этот период до кризиса экономического 8-9 года. Ну, тут есть масса факторов, в том числе ситуация в мировой экономике, но на самом деле надо честно сказать, что значительное количество тех драйверов, которые развивали наши экономики в предкризисный период, они, в общем, исчерпали себя. И поэтому мы должны искать какие-то новые направления экономического роста, то есть новые факторы, которые позволят нам достичь тех темпов экономического роста, которые в итоге нас приведут к тем целям развития, которые все мы желаем получить. И когда мы смотрим на потенциал интеграции, то, конечно, здесь очевидно, что существует некоторое количество связей, кооперационных, так сказать, технологических, торгово-экономических, которые сохранились еще с периода Советского Союза. И одновременно мы понимаем, что эти связи с каждым годом их становится все меньше, меньше, меньше. Потенциал этого, так сказать, роста за счет интеграционных связей тоже уменьшается. И поэтому, конечно, чем быстрее мы двигаемся в сторону интеграции, тем выше могут быть эффекты.